Всех приветствую, меня зовут Ева, и сегодня я покажу, как и из чего сделать ворсистую бархатную пудру, флок. В своих видео я неоднократно упоминала о таком способе, ну а сейчас решила все наглядно продемонстрировать. Флоком можно покрывать самые разнообразные поверхности с целью придания изделию бархатистого вида. Понадобится самая обычная одноразовая пеленка, они продаются поштучно или упаковками в аптеках. У фармацевта-продавца я попросила самую простую пеленку, и она мне обошлась в сумму около 25 рублей. Отрезаю боковую часть пеленки, чтобы получить доступ к наполнителю. В роли наполнителя здесь выступает целлюлозное волокно. Аккуратно отделяем слежавшееся волокно от нижней и верхней части пеленки. Вот так выглядит это волокно поближе. Если вы хотите создать цветной флок, то необходимо подобрать краситель, с ролью которого отлично справятся акриловые краски. Разнообразие их цветов позволит вам с легкостью создать необходимый цвет будущего флока. Кроме того, можно использовать пищевые красители. У меня порошковый краситель, но также подойдет и жидкий гелевый краситель. У таких красителей также широкий выбор цветовой гаммы, поэтому точно можно подобрать нужный оттенок. В емкости у меня налита обычная вода. Сюда я добавляю желтую акриловую краску и хорошенько перемешиваю. В подкрашенную воду погружаю кусочек наполнителя из пеленки, так чтобы он полностью погрузился в жидкость. Оставляю в покое на 2 минутки, затем аккуратно изымаю, отжав излишки жидкости. И выкладываю сушиться на сутки на дощечку, обернутую пленкой. В этой жидкости можно создавать следующую партию. А сейчас попробуем использовать сухой краситель. Высыпаем его в воду и хорошенько перемешиваем. Погружаем сюда целлюлозу и оставляем ее в покое на пару минут. Затем извлекаем и отжимаем излишки жидкости. Оставляем сушиться. Зимой можно сушить под радиатором отопления, ну а летом просто на воздухе. Спустя сутки обнаружила полностью высохшие заготовки. Материал обязательно должен быть тщательно просушен не только снаружи, но также и изнутри. Целлюлоза после просушки стала жесткой, и ее нужно как бы распушить. Я использую чашу-измельчитель от блендера. Можно воспользоваться кофемолкой. Помещаем в чашу крашеный высушенный наполнитель и измельчаем. Буквально немножко и недолго, так как полностью измельчить материал все равно не получится. Перекладываем материал в сито и просеиваем. Просеивайте на лист бумаги, сложенный пополам, так по этой бороздке вам будет проще перекладывать флок в емкость. Емкость лучше брать с широким горлышком. В такие баночки, как у меня, не очень удобно его пересыпать. Вот так выглядит этот флок поближе. Остатки материала не выбрасываем, из него еще можно насеять много флока. Я его упаковываю в прозрачную пленку, а когда понадобится, пропущу через блендер и просею необходимое его количество. Точно так же подготавливаем и остальные цвета. Я, получается, еще сделала синий, зеленый и желтый флок. Все остатки упаковала в пленку. Если нужен просто белый флок, извлекаем наполнитель из пеленки. Его можно сразу просеять через сито, но активнее он будет сыпаться, если распушить материал при помощи чаши измельчителя блендера. Поэтому перемещаем материал в чашу и измельчаем буквально в течение 10-20 секунд. Перекладываем материал в сито и просеиваем. Много целлюлозы лучше не накладывать в сито, так просеивать неудобно. Пересыпаем флок в емкость.
По моему мнению, вот идеальная емкость для хранения флока. Баночка с широким горлышком, удобно закрывается, полупрозрачная, значит сразу виден цвет флока внутри. Это баночка от соевого соуса с заказа роллов. Рекомендую, очень удобно. А сейчас что-нибудь покроем флоком. Понадобится клей-лак или клей ПВА. Я буду покрывать флоком вот такую крупную бусину. Хорошенько промазываю ее поверхность клей-лаком и посыпаю флоком через сито. Покрытые флоком поверхности смотрятся очень эффектно. Кстати, вообще флок лучше подбирать в тон основы, так поверхность будет казаться более бархатистой, как бы с густым ворсом. Я в своих работах очень люблю использовать флок, но чаще все же его приобретаю. Допустим, недавно купила целый пакет желтого флока, ссылку на него оставлю в описании. Но если нужен нестандартный цвет или наоборот просто белый, использую наполнитель из пеленки. Вот такой эффект получился белым флоком на розовой бусине. Но эта ворсистость должна еще подсохнуть. Вообще флоком можно покрывать что угодно. Декоративные свечи, вазы, шкатулки, елочные игрушки, декоративных птичек, как я делала видео со скворечником. А в прошлом видео я покрывала флоком декоративные крючки для аромасаше. Они получились пушистыми и очень интересными. А еще я с нуля делала бархатные декоративные ягодки. В композициях они смотрятся просто бесподобно. Сюда я решила вставить несколько кадров из предыдущих видео, чтобы вам было понятно, что и как делается и где может применяться. И еще вспомнила, флоком оформляла веточки вербы. В общем, ссылки на все эти видео оставлю в описании. Надеюсь, сегодняшняя информация была для вас полезной. Если это так, поддержите, пожалуйста, видео лайком, а также подпишитесь на канал. Ну и как всегда, надолго не прощаемся, ведь видео выходят каждую неделю. Ну и самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч, пока-пока.